Всем привет! Сегодня я хочу показать, как я переделал аквариум для аксолотлей, какие выводы я получил там за полугодие их содержания, то есть какие нюансы у меня были, как я к этому дошел, как я от этого избавлялся. Хотя, по сути, из хлопот они мне практически никаких не принесли, кроме удовольствия больше, наверное, ничего и не было. Ну, в общем, я вам сегодня это сейчас все покажу. Поехали! Первым делом я снял матовую пленку. Причина в том, что мой аквариум стоял очень близко возле стенки и в должной мере не размывалась картинка и было видно эти несчастные обои. В общем, это довольно-таки мне не нравилось. И я решил покрасить в черный цвет просто заднюю стенку. Красил я 4 слоя, даже 3 не хватало, чтобы перекрыть полностью прозрачность. Благо, что краска сохла быстро, и у меня это заняло не очень много времени. За один вечер буквально я ее там покрасил и оставил на ночь полностью сохнуть, и утром уже вуаля, сухое и готовое. Да, коробочку для фильтра я тоже решил убрать. Она, как оказалось, была довольно-таки не востребована. Все можно сделать гораздо проще, как я вот в этот раз и сделал. Добавив просто пару камней, обложив фильтр, чтобы его видно меньше было. И все. И легко чистить. Камушек один сверху снял, положил и готово. Один камушек я оставлю с предыдущего раза, а остальные буду клеить в форме подобия ущелья и буду надеяться, что ущелье им понравится. Ущелье это я сделал из 3 камней. Наклеиваю я их на черный ПВХ листовой, его можно приобрести в интернете. И ждем, пока высохнет. После устанавливаем в аквариум. Новинка у них будет тарелочка с такими как бы когтями, под которые можно будет удобно закладывать корм, чтобы он не всплывал сразу же, и наблюдать, как они его едят. Из чего и как сделал тарелочку, ссылку на ролик я оставлю в описании. В это видео я вставлять мелкие процессы изготовления чего-то не буду, для этого будет отдельное видео. Для тех, для кого именно действительно интересна всякая мелкая техническая часть определенных там запчастей, деталей или чего-то, что я буду использовать. И да, тарелочка изготовлена из цемента, то есть цемент, песок, марка минимальная там какая-то была, не помню. В общем, я ее вымачивал перед тем, как ее положить. Ну и теперь жду, что вы мне скажете, можно ли использовать цемент в таких целях. В этот раз я использовал грунт немножко крупнее. Он у меня остался с другого проекта, который тоже либо уже вышел, либо сейчас только будет выходить. Этот грунт я перетирал в мешке, там перемешивал очень долго, чтобы все острые края поудалялись, дабы аксолотли не царапали свои пузянды нежные об него. Но в будущем, конечно, у них будет все равно песок, скорее всего там же будет и пескопад, ну, в общем, что-то в этом плане. И еще один камушек ставим и смачиваем полностью всю поверхность в аквариуме водой, чтобы семена нашей травки приклеились. Ну и что я вообще хочу вам рассказать в этот раз про эти семена. У меня очень интересное получилось с ними приключение, так сказать. И как все, наверное, историки, я начну с истории. В логово аксолотлей в этом ролике мне реально повезло с этой травой. Она вся практически проросла, ну там 95% приблизительно, допустим, ее проросло. Но в этот раз проросло у меня, наверное, 5% от всего посеянного. И это был просто кошмар. Оно все разлетелось в разные стороны, цеплялось, забился фильтр. Я его 2 раза, по-моему, или 3 чистил.
Это до того, как я аксолотли туда запустил. В общем, собирал насосом эти водоросли. В общем, чего я только там не делал. Я убедился, что семена бывают очень некачественные. Рекомендовать какой-то определенный вам магазин, сдавать ссылку мне сложно, потому что по каким-то причинам они очень быстро у них закрываются, именно с семенами. Возможно, партии небольшие, и поэтому они быстро перестают их продавать. Поэтому я несколько раз давал людям ссылки и потом сам несколько раз заходил, проверял, и эти ссылки через время перестают работать. Найти какие-то хорошие магазины и удачные, я думаю, это довольно-таки сложно. Да и сами продавцы, возможно, даже не знают, насколько у них плохой товар. Только по отзывам потом они это определяют. Получилось уже как получилось. Итог мне ясен. В следующий раз буду и сам осторожнее, и вам, соответственно, рекомендую быть поаккуратнее с ним. А еще много в комментариях я читал и сам уже наткнулся с тем, что еще другие семена разные, они могут покрыться грибком, и в итоге погибают все семена. Такие вот нюансы бывают. И да, вот, как вы уже видите, маленькие креветочки, я их тоже запустил к аксолотлям. Аксолотли на самом деле, очень медленные. Поймать креветочку маленькую, вероятность, конечно же, есть, но небольшая, потому что креветки тоже плавают, тоже довольно-таки шустрые, когда к ним что-то приближается. В общем, посмотрим, как будет. Запускаю еще как аксолотлям 3 ампулярии. Основная их цель это визуальная. И, конечно же, они будут очень много поедать корма за аксолотлями. Или впереди них, как повезет. И совместными усилиями, моими руками, улитками, креветками, грунт более-менее очистился уже через неделю, стало гораздо чище в аквариуме и приятнее на него смотреть. Искажение стекла и воды, конечно, иногда сказывается на картинке, вы уж за это меня сильно не ругайте. Действительно, очень маленькие объекты в аквариуме довольно-таки сложно снять. Может быть, я еще с оптикой, конечно, не со всей сталкивался в жизни, но буду искать ту, которая подойдет лучше всего, и покажу это потом более крупным масштабом и более качественным. Запускаю одну улитку Хелена, это хищник, но основная ее цель доедать корм. Буду за ней наблюдать, буду эксперименты, так сказать, проводить. Значит, с улитками ампулярии с ней без проблем сживаются, потому что они больше ее размером. И как написано, что хелены не нападают на более крупных, чем сами. И единственный нюанс, конечно, это температура. Температура написано, что хелены любят 23-27. А аксолотли такую уже не очень. Поэтому запускаю одну, поэкспериментирую, как она будет сосуществовать, сможет ли ужиться или нет. В общем, буду наблюдать. И запускаем наших аксиков туда. Первый лег сразу же в тарелочку и лежит. А второй немножко испугался, после чего я был вынужден выключить съемку, выключить дополнительный свет и отпустить третьего уже более в спокойной атмосфере. После оставил их и до следующего дня больше их не тревожил. Утро следующего дня. Аксолотли успокоились, переночевали спокойно, их никто не тревожил и приступают к завтраку. Судя по ихнему поведению употребления пищи, понимаю, что улиток много не бывает. За ними обязательно кто-то должен прибираться.
поисках еды крутится вокруг тарелочки. Найдя тарелочку, принимается сразу же есть. И обратите внимание, как он ест небрежно, у них даже под жабрами отверстие специальное для выхода воды. Когда он захватывает пищу, он ее захватывает, как бы всасывая в себя воду, и соответственно она выходит под жабрами вместе с кормом. Поэтому тарелочка, я думаю, им не помешает. Креветки поедают семена, оставшиеся на дне, и аквариум становится все чище и чище. Посмотрев, проанализировав, я заметил, что в импровизированное ущелье всего 2 заплывают, 3 не заплывает. И решил сделать им дополнительно еще одну пещерку, опять же из цемента. Как я ее сделал, я оставлю ссылку под видео в описании. Быстрая рокировка, добавляем немножечко зелени. И посмотрите, здесь уже кто-то заселился. Добавляю еще немножко зелени. Добавляю возле ущелья зелень. И обязательно добавляем мох для креветок, чтобы им было где прятаться. А вам не кажется, что аксолотли похожи немного на персонажа из мультика «Как приручить дракона»? Мне кажется, есть немножко сходства. Ну, конечно, не с глазами. Глаза у него немного глуповато выглядят. Но все-таки есть. По поводу страха аксолотлей. В ущелье они прятались только первые пару дней. Потом, периодически там кто-то бывает появляется, но основное времяпрепровождение – это зависание в каких-то определенных чудных позах. Например, вот в таких вот, или вот в таких. Они могут зависать по несколько минут и даже не шевелиться. И в таком положении их можно не спеша рассматривать. Итак, что я хотел рассказать про аксолотлей. Они у меня уже приблизительно полгода обитают, пережили лето, что немаловажно, так как температуру я не выдерживал, которую говорят 14-20 градусов, максимум 24. Ставить какие-то холодильные установки, заморачиваться с этим, я перед покупкой аксолотлей уточнил сначала у продавца. Так как этого продавца я давно уже знаю, я у него спросил. Мне объяснили так. Эти аксолотли, которые уже не первое поколение, выращены в аквариумах, в домашних условиях, уже более-менее адаптировались к тому температурному режиму, который у нас бывает в квартирах. Плюс к этому самое главное, чтобы он не погиб и не начали сейчас меня там камни кидать все, кто их там содержит и купил холодильную установку. Извините, купили, делайте им температуру холодную, как вам угодно. Я рассказываю, как прожили аксолотли, которые у меня в аквариуме. И что самое главное, посоветовал мне продавец. Повысить аэрацию, то есть чтобы было как можно больше кислорода в воде. За счет этого, возможно, они и выжили. Ну, в общем, они у меня живые, с ними все в порядке, у них не появились никакие болезни. Ну, в общем, все отлично, поведение у них хорошее. Один раз была какая-то травма у одного, видать, за лапку прямо его второй схватил. Но при моих наблюдениях, пока у них еще не было каких-то стычек прям боевых, что ли, каких-то там. То есть во время еды это единственная стычка у них бывает, когда они кормятся. И то часто бывает, они это делают по ошибке, вот как здесь вот в этом кадре, обратите внимание. Аксолотль выплывает и просто пытается схватить что-нибудь. Они настолько неуклюжие, что они такие действия делают, и это без всякой агрессии. Он просто схватил,
второй резко отплыл от него и дальше продолжают кушать вместе, больше при этом ни разу друг друга не кусая. Поэтому это к тем же тоже людям говорю, которые мне писали о том, что они на маленькой территории и так далее. Я знаю, что они растут больше. Я рассчитываю на то, что они вырастут больше. Поэтому у меня в планах увеличить объем аквариума, и они переедут в более большой, опять же для них сделанный, скорее всего, аквариум. Сильно глубокий, я думаю, им делать все-таки не нужно, как я и в этот раз делал. Но глубину немножечко увеличу, потому что и они, конечно же, тоже немного подрастут. Но это в будущем. Они еще пока растут. Ну и в заключение, что хочу сказать. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто был неравнодушен к предыдущему ролику. Все, кто написали прекрасные, теплые, добрые отзывы. За это всех вас благодарю. И даже плохие отзывы, они по сути тоже иногда несут хорошие вести. Но единственное, что преподнося их в агрессивной форме, конечно же, они так не читаются и полезности почти не несут. Ну и тем спасибо. Всем пока-пока, до скорых встреч.